Такая полынья по дороге. Вот так надо обходить. Страшно, что провалишься. Базаиха еще не совсем замерзшая. Ну, кататься можно. Вот, река быстрая. Полыни много. Но лыжня есть. Катиться можно. Единственное, она местами с такой наледью. И животные, как ходили, там такие вмятины замерзшие, ледяные. Так, красота вокруг. Вот еще полыня прям близко с людьми. Ну, в принципе, до нас кто-то катался. Так что, надеюсь, не провалимся. Ну вот перед нами снегоход ехал, он развернулся, не рискнул ехать. Поехал обратно. Ну, не сегодня, а там до этого когда-то. Не хотела вообще снимать ни капли. Моя красиво так вокруг. Решила самую капельку. Чуть-чуть сниму. Мы тем более идем до 3 гротов, там такая красота. Маленько сниму эти гроты. Такие красивые скалы. Проезжаем. Там пока вообще не замерзла река. А так она нормально, в принципе, замерзла. Хорошая лыжня. Хорошо так идем. И очень красиво. Все в снегу. Ветра сегодня нет, хорошо. У нас редко, когда ветра нет. Красота такая. Везде следы животных. Косуль, много моралов, прям свежие следы. Зайцы. И дикие собаки, которые косульки сгоняют. У нас сегодня такой маршрут простой с Петрухой. За весь день километров 18-20 мы пройдем. Половина на лыжах, половина потом будем там по горе подниматься. Лыжи на себе тащить. Вообще не планировала снимать как всегда. Так, немножко для олениной каши. Дошли мы до островка 3 грота. Такой красивый островок, на нем деревья растут. И в нем есть 3 небольших грота, поэтому он так называется. Летом к нему сложнее пробраться, потому что тут базаиха, вода течет. Но можно все равно пройти. Я ходила. Красота.
Вот он, гротик один. Он совсем малюсенький там. Даже сильно не зайти. Потом там второй. И там где-то с той стороны третий гротик. Так на нем деревья растут. Там прям целый лес, мы ходили туда с Петрухой. Поднимались наверх. Там сейчас инеем покрылся грот, ну, сама скала. И такая седая стала. А вообще она такая желтизна больше, вот как там. Когда вот такого цвета, она красивее смотрится. Вон она вся в ине. Грот маленький. Ничего тут нету, даже не посидишь сильно. От дождя только можно летом спрятаться. Днем Петруха стоит, меня ждет. Мы сейчас с ним пойдем подниматься наверх по хребту и там где-нибудь костерчик пожгем. Полезли мы наверх. Надо обойти грот. Дерево сломалось. Тут и так сложно проходить, еще и дерево упало. Все в снегу. Петруха пошел первый. Петь, ты меня опять рисуешь? Да? Нет? Петя любит меня рисовать, а в этот раз солнышко. Все правильно, я солнышко. Говорит, рисовал меня, а вышло солнце. Отлично нас куда-то несет. Ехали бы на лыжах спокойно. Нет, надо куда-то лезть. Петруха шапку потеряла. Че, деревья дерутся, да? Шапки сдирают. Тяжело, конечно, без палки снимать. И в рюкзаке оставила. Вообще снимать не думала, как обычно. Так, чуть-чуть снимаю, немножко совсем. Такой подъем наверх, на верхушку скалы Три Грота. Через лес, который находится на его голове. Такой тут лес густой. Ох, рука мерзнет снимать. Сегодня не сильно морозно. Но снимать-то холодно. С утра было 11 градусов. Сейчас, не знаю, может теплее чуть-чуть. Ой. У нас потепление ненадолго. А сразу после Нового года снова похолодает. Такой красивый вид отсюда. С другой стороны. Петя, как всегда, фотоет. На горячий стол. Да. Кузькин грот и Базайская Ледовка, да, в той стороне. А мы сейчас наверх вот сюда прям поднимемся еще чуть-чуть.
Тут нам немножко торопить пришлось, никто не поднимался наверх. Снега прилично. Мы в лыжных ботинках. Вот, мы почти поднялись наверх. Мы когда с Петрухой первый раз открыли это место, вот здесь поднимались, не знали, что там с той стороны можно обойти. Тут вообще капец. Между скал, это типа 3-й грот. И вот тут прям поднимались. Это была жесть. Но плохо по камере, не сильно-то видно. Снега вообще много. Ну вот еще не так много для сибирской зимы. Бывало больше. О, вот здесь вот вообще красиво. И вон видно по краю, что базайха вообще не замерзла. По краю там опасно. Посередине нормально идти. Вон даже лыжня дальше идет. Не знаю, видно ли на камере. Такой вид красивый отсюда. Красиво, да? Ну туда пойдем. На кот. Так, подожди. Вон туда, да. Подниматься пойдем сейчас скоро. Сейчас отсюда слезем, попремся туда. Будем лыжи, как всегда, на себе тащить. О, здесь хоть и по колено снега. Вообще прям много. Без приспособлений тяжело снимать. Вот тут косуля рылась. Косуля рылась. Косуля. Вон следы ее. Ай, ушки. Вот здесь, кстати, кто-то уже поднимался. Тоже лыжные ботинки. Лыжники. Но сюда, кроме лыжников, зимой и не ходит никто. Насколько я знаю. Всего только на лыжах лучше идти. Вот мы на самой макушке. Такой вот обрыв. А вон они, наши лыжи и рюкзаки. Оставили их внизу. Их руки уже замерзли. И видно, сколько лыжников ходило. Следы и животных. Это вот все косулями истоптано. Фотай, фотай. Ждет, пока я сниму. Я ему это говорю, что он все время в камеру щелкает. Ждет, пока сниму. Все, сейчас вниз пойдем. И полезем на ту гору. Такой красивый. Тут грот есть. Вернее, это щель в скале. Мы тут только что фотосессию маленько устроили. Залезли туда с Петей. Красиво там. Тоже все в инии. Это мы грот обходим. Скалу, вернее, эту. Скальный островок этот. Ой, блин. Ноги можно сломать. Там под снегом деревья. Сломанные ветки всякие. В этом месте давно поднимается. Да. И тут мы с Петей первооткрыватели. Вот здесь, да, мы поднимались. Сейчас я поближе покажу. Сначала покажу, что я вон по колено стою в снегу. Капец, как глубоко. Лазить. Ой, блин, как трудно. Да, как мы тут лезли, тогда все учухались, не знаю кто. Вот. Вот туда на самый верх поднимались.
Прям вот по этой щели. Первооткрыватели. Первопроходцы. Я думаю, здесь никто, кроме нас, наверное, не поднимался. Это было уже несколько лет назад, когда мы первый раз открыли этот скальный островок. Сюда еще очень мало людей ходило. А сейчас кто только не ходит, всякие туристические группы водят людей. И лыжники ходят. Лыжники тут и раньше ходили, но не такими толпами, как сейчас. Это такой сейчас стал популярный маршрут. Когда-то он не был таким популярным, когда мы его нашли. И мы сегодня решили такую лайт-прогулку устроить. Холодно, ноги подмерзают прям сильно. Пальцы уже отмерзли, и руки тоже мерзнут. Сейчас в гору пойдем, согреемся. Вот, кстати, косуля подчистила, полакомилась акацией. Самолеты, как всегда. Алина включила снимать, обязательно самолеты. Сейчас пойду вон туда сфотаюсь. Так выглядит со стороны, с другой. Красивый такой островок среди реки, можно сказать. Ну, не посреди реки, но по пути. Красивое место. Я вот тут заметила, вот там вот как перышками так замерзло красиво. Ну не спустишься, сфотографировать опасно, нужно провалиться под лед. Хоть и не сильно, но ноги намочу. Петруха уже вон туда пошел. Вон он. Поднялись уже частично. И тут такая проталина, она не замерзла, река возле берега. Очень красиво смотрится так. Ветер там ломится с лыжами. Нам еще подниматься, ой-ой-ой. Но мы там сейчас где-нибудь еще встанем, костерок сделаем. Красотища какая. И все в снегу так, все деревья. Пихточка в основном. Красотища какая. Подъем сильно не могу снимать, потому что вот лыжи, палки в руках. Еще и снега почти по колено. Невозможно снимать. Пока еще камеру достаю из-за пазухи, потому что холодно, она замерзает. Петруха уже уходит достаточно далеко. С кем-то всегда тяжело очень снимать. Одной лучше. Останавливаешься, делаешь, что хочешь. А так, когда с кем-то, очень тяжело всегда. Потому что люди не ждут практически никогда. О, какая там красота. Вид тоже отсюда отличный. Вот. Вот туда мы наверх идем. Где-то даже собак слышно лает. Тут дикие собаки ходят постоянно, они косуль гоняют. Скорее всего, они либо тут еще где-то то ли лесник, то ли егерь тут живет недалеко. Вот, у него тоже собаки. Собаки и вообще всякий скот он держит. И там у базайки, в ту сторону домик у него стоит. Ой, ёлки, ёшки-матрёшки. Поднялись частично. И тут вот такая красивая скала
Это, наверное, самый момент красивый на этом хребте. Когда-то мы с Петрухой проложили этот маршрут первый раз. Никто здесь не ходил. Сейчас смотрим, уже следы есть, уже ходят люди. Быстро пронюхивают все. Петруха идет немножко расстроенный, потому что это личный маршрут, который мы сами прокладывали индивидуально. Потом он еще несколько раз ходил, его прокладывал. Отсюда ничего не видно. Мы достаточно поднялись. Нам еще много подниматься. Еще где-то столько же. Петя уже половину расчистил. Короче, всю стоянку снегом вообще засыпало практически. Не видно. Сейчас Петруха расчищает. Где-то тут костры еще должно быть. Вот так вот лучше видно. А? Какие? А, ну. Сейчас костерчик будем делать. Сейчас вид покажу. Такой красивый вид. Здесь тоже так скала классно смотрится. Вон базайху видно. Тут можно фотографироваться на этом выступе. Красивое место. Сейчас костерочек будет. Пирожки свои погреем. Чай попьем, отдохнем. Заслуженно перлись наверх. Мы еще до верха не дошли. Нам еще идти. Мы просто передышку делаем. Петруха ремонтирует свою стоянку. Прибивает столик. А он принес еще вот такие вот 2 дощечки. Он их сейчас тоже прибьет. Будут дополнительные столики. А я сейчас пилить собралась вот для яишку. Не пила, а зверь. Вот пока Петя свои полочки прибивал, я дров вон сколько напилила. Сейчас Петруха костер разожжет. Мое любимое дело у меня забрал. Костер разжигать. Мы сейчас с ним драться будем, а поздно. Ладно, я сейчас вот эту еще допилю. Мне нравится пилить, особенно когда пилы новые не пилят хорошо. Хорошо такой костра, тепло. Самое главное, можно булочки погреть, чтобы они не ледяные были. Сидим вот так вот, чаек пьем. Котик с нами сидит, греется у костра. Вот так мы катаемся на лыжах с Петрухой всегда.
Фу. Сейчас самый сложный вот это был подъем. Вот это все в следах косуль и моралов. Вон они копались, лёжки здесь были вот. И вот я стою прям, тоже лёжка тут была, и вот он след, и метки. Вот это морали след, крупный довольно. Вот. Вот тоже крупные следы. Фу, нам вот так еще дальше ломить, и это еще не все. Вот еще прям крупный след моралей. Моралы знают толк в горах и видах. Тут вот такие виды шикарные. Петруха стоит, почти поднялся. Нам еще потом там выше подниматься, просто не видно. И вон домик лесничего, про который я говорила. Петя говорит, что это не лесничий, вообще фиг пойми кто. Короче, выстроили они тут в таком месте, удаленном от людей. У них там скот они держат, живут себе. Непонятно, кто это вообще. И почему, какие права они имеют тут вообще строить. Среди вот так вот гор, тайги, прямо у реки Базайки. Так вот. Вот. А потом не удивляйтесь, откуда лай собак в кадре. Вот, пожалуйста, человек живет, у него собаки там. Живет тут один среди вот гор. Вон утки даже у него. Ой, эти гуси слышно, как крякают. Тропим с Петрухой. Лыжню в гору причем. Не знаю, надеюсь, я сейчас не скачусь. Снимать одной рукой это неудобно. Ой. Прям по моральным следам. Теперь, да, господи, лыжи катаются назад и все. Его снимать невозможно и тропить. Лыжи куда-то уходят не туда. Еще назад скользишь, гора, блин. Подъем. Хоть и пологий, но лыжи катятся назад. Все, надо выключаться, не могу идти. На самом деле, меня многие спрашивают, когда я хожу без лыж, там в избы или еще куда-то. Я, ну, типа, что ты без лыж идешь? Вот знаете, мы сейчас идем на лыжах, тропим. А у нас лыжи для этого не предназначены. Такими лыжами не тропят снег. Ну, у нас же типа лыжный поход. И мы такие, стою на снегу в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я шазанутый. Вот. А на самом деле их сейчас снять и проще тропить ногами, чем вот такими лыжами. Вот мой ответ на ваш вопрос, почему я не хожу на лыжах. На лыжах хожу там, где я знаю, что на таких лыжах нормально будет идти. А где на них будет одно мучение, я лучше ногами протроплю, чем на лыжах пройду. Вот. И сейчас мы тоже идем, тропим лыжами. Потому что типа же у нас лыжный поход. Надо на лыжах идти. А так ногами было бы проще. Еще и подъем не заканчивается никак. Мы все время вверх идем. Лыжи маленько иногда откатывает назад. Это еще хорошо, что здесь наверху мы на хребте получается. Ну, в лесной зоне на хребте. Снега не так много. Ну, еще туда-сюда можно тропить. А бывает-то снега выше колена и по бедра, и по пояс. Там на таких лыжах не потропишь. Я помню, мы в том году ходили. У меня есть на основном канале небольшой видос, как мы там тропили. Петруха кормушку вот такую сделал. Таскал весь поход с собой. Сейчас зашли на его вторую стоянку, и он вешает ее. У него и на другой еще стоянке такая же висит. Сосна, смотрите, какая толстенная. Тут такая простенькая стоянка. Я не так давно ходила сюда, но я не снимала. Короче, мы поднялись уже фиговую тучу подъемов. И наконец вышли наверх на хребет. Тут ветер. Сегодня целый день ветра не было. Тут прям дует так. Ай, блин, ходи. Нет, надо остановиться, а то я укачусь. Вот. Все, я, наверное, дальше уже не буду снимать. Нам еще
километра, наверное, 4,5, может 5. Потом 3 километра вниз. Ну, из этих 5. Там очень будет крутой спуск. Не до съемки точно будет. Ну вот, немножко поснимала для вас лыжного похода. В кавычках.